Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика инфо». Максим Радайкин. И я, Борис Марсельевич, всем добрый день. Борис Леонидович, что происходит с турецким газовым хабом, предложенным Владимиром Путиным? И какой профицит газа назревает в Турции? Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, действительно, давно не вспоминали про этот проект, хотя проектов газовых хабов сейчас больше, чем пальцев на руках. Турецкий газовый хаб, польский газовый хаб, украинский газовый хаб, в общем, каждой европейской стране по хабу. Если говорить о Турции, ну, помните, были открыты крупные месторождения морские, Сарья называется, открыли как раз незадолго до начала президентской кампании, наверное, случайно совпало. Если помните, опять же, там было много разговоров о том, как Турция будет бесплатно раздавать газ своим жителям и так далее, и так далее. Но выборы закончились. Поэтому разработка идет в обычном для морских месторождений режиме. Спешки никакой не будет. Слишком сложно, чтобы это было сразу выведено на проектную мощность. Рано или поздно выведут. Идея турецкого газового хаба, ну, на всякий случай ее готовили на введение со стороны Европейским Союзом каких-нибудь рестрикций в отношении еще и российского газа. Если кто-то забыл, то их до сих пор пока нету. Если не считать добровольцев, которые отказываются от российского газа просто потому, что не хочется. К таким добровольцам во главе, конечно, с блистательной Болгарией относятся страны Прибалтики, Финляндия, Польша и Германия, собственно говоря. Ну, это отдельная тема. Ну, в Турцию у них отбрасываем пока собственные месторождения. Когда выйдут на плановые мощности, тогда и будем об этом вспоминать. Пока все на стадии разработки. Газ в Турцию поступает из России по Голубому потоку, газ в Турцию поступает из России по Турецкому потоку, газ поступает из Азербайджана по Южному газовому коридору, он же ТАП-ТАНАП, из Азербайджана под Кавказским хребтом на территорию Грузии, дальше нырок в Черное море, выход на турецкий берег, через всю Турцию на границу с Грецией, из Греции в Албанию, из Албании через еще одно море, опять по дну в Италию. Вот там он где-то заканчивается. Проектная мощность 16 миллиардов кубометров, из них 8 предназначаются для потребителей внутри самой Турции, остальное уходит в Европу. И поскольку там можно комбинировать самыми разными способами, напоминаю, что до Греции доходил маршрут ныне не работающего, неиспользуемого «Газпромом» магистрального газопровода «Трансбалканский», магистральный газопровод, через него можно, после того, как газ приходит на территорию Греции, он может уходить в обратном направлении по балканским странам. Такие варианты еще есть. И газ приходит из Ирана, еще одна газовая магистраль мощностью 12 миллиардов кубометров, но далеко не всегда работает, поскольку проходит через территории, заселенные курдами, так скажем. И в Турции не всегда там все благополучно. Время от времени этот газопровод ломается, ремонтируют и так далее. А с учетом той действительно сложнейшей ситуации, которая сложилась сейчас в Иране с обеспечением теплом и электроэнергией, я думаю, что вот сейчас он, например, просто не работает. Идея сводилась к тому, что при поступлении газа сразу с нескольких направлений, из России, Азербайджана, Ирана, собственная добыча, какие бы рестрикции в отношении российского газа не появились, Турция сможет поставлять газ в Европу совершенно спокойно, заявив, что вот здесь, в подземном хранилище газа, мы все смешали, если вам не нравится российский метан, берите пинцет и отковыривайте. Идея, с одной стороны, здравая, с другой стороны, не сказать, чтобы были большие перспективы. Европейский газовый рынок падающий. Напомню, что за последние 2 года спрос на газ в Европейском Союзе снизился больше, чем на 100 миллиардов кубометров. То есть то, что получали из России, просто перестали получать. Избавлялись не от российского газа, а от газа вообще. Ну и кроме того, что касается Турции, то здесь было очень удачное решение в январе 2022 года, то есть до начала событий в Северном Причерноморье, были выполнены решения правительства Турции 2021 года о расширении
объемов двух подземных хранилищ газа, которые расположены как раз в европейской части Турции, то есть поближе к границам с Европейским Союзом. Сейчас там активный объем 10 миллиардов кубометров, и это действительно позволяет организовать торги не только бумажные, но и физические. Не хватает только одного. Для того, чтобы газ поставлять, нужны трубы, подводящие газ не только к государственной границе с вашей страны, но и идущие дальше. Вот с этим в Евросоюзе совсем плохо. И это связано не только с нынешним падением спроса, но и с зеленой сделкой Евросоюза, принятой летом 2020 года, целью которой является полный отказ от ископаемого топлива к 2050 году. В таких условиях рассчитывать на то, что какая-то европейская компания рискнет на инвестиции для строительства нового газопровода, ну, собственно говоря, не приходится. Причина понятна. Проектирование, строительство газового проекта, магистральные газопроводы никогда не являлись быстро окупаемыми. Там в обычных случаях на возврат инвестиций уходит лет 15-20, к этому времени как раз начнет завершаться и период использования Европы ископаемого топлива, если, конечно, эту зеленую сделку не отменят. Но для того, чтобы отменить зеленую сделку, необходим возврат к здравому смыслу, а я так понимаю, что в числе прочих эмбарго поставки здравого смысла в Европу тоже запрещены. Если кто-то не верит, можете всмотреться в интеллектуальные лица нынешних политических лидеров Евросоюза и его отдельных государств. Тем не менее, проект у Турции есть, может быть, даже его какое-то изменение. Напомню, что Турция на всякий случай разработала и приняла все законопроекты, позволяющие ей организовать производство сжиженного природного газа на своей территории. Не было прямого запрета, но и не было законов, которые позволяли бы такое производство организовать. Сейчас есть. С этим все в порядке. Спрос на газ в Турции растет, но очевидным образом связано это с ростом спроса на электроэнергию. И вот здесь, как ни странно, я думаю, что стоит обратить внимание на то, что еще один газопровод в Турцию строит Росатом. Атомная электростанция Аккую, 4 энергоблока по 1200 мегаватт, первый из которых должен появиться в первом полугодии 2025 года в соответствии с договором. Напомню, что опыт у нас уже имеется, абсолютно наглядный, введение в строй двух атомных энергоблоков на базе таких же реакторов, как и в Турции, в Белоруссии, снизил спрос на газ в этой республике на 5 миллиардов кубометров. Соответственно, полный ввод в строй атомной электростанции Аккую – это снижение спроса на природный газ на 10 миллиардов кубометров. Мощность магистрального газопровода из Ирана – 12 миллиардов кубометров. Так что можем совершенно уверенно считать, что Росатом строит новый газопровод. Тем более, если опираться на ту информацию, которая была осенью этого года, как со стороны Турции, так и со стороны Росатома, стороны намерены в этом году перейти к прямым переговорам по поводу строительства еще одной атомной электростанции на площадке Синоп на побережье Черного моря, такого же формата, то есть еще 4 энергоблока мощностью 1200 мегаватт. В этом случае у Турции появляются свободные 20 миллиардов кубометров газа. Будет ли она заниматься поставками действительно в Европу с ее умирающим газовым рынком, со всеми ее светлыми перспективами, замедлением роста экономики, депрессии, регрессии и прочие слова подберите сами. Германия впереди планеты всей по части закрытия своих заводов, но она не одинока. Не исключено, что это будет продолжаться. Ну, это с одной стороны. С другой стороны, у Турции действительно сейчас развязаны руки для строительства заводов по сжижению природного газа. В отличие от России, ни под какими рестрикциями Турция не находится. Соответственно, получить оборудование либо от американской компании, либо от немецкой компании имеет полное право для того, чтобы облегчить транспортировку в Азию. Завод можно строить не на побережье Черного моря, разумеется, на побережье Средиземного моря, чтобы Черноморские проливы не задействовать для этого. Так что не исключено, что мы увидим переформатирование проекта турецкого газового хаба.
Вот, собственно говоря, такие мысли вслух, хотя в последнее время, с учетом особенностей господина Эрдогана, который, как известно, на соревнованиях по сидению на 22 стульях одновременно является председателем жюри, не исключено, что проекты могут быть свернуты, особенно с учетом тех действий, которые Турецкая республика синхронно с молодой израильской демократией предпринимает в отношении Сирийской Арабской Республики. Не исключено, что во все энергетические проекты может вмешаться политика. Нам остается наблюдать, во что все это может превратиться. Борис Леонидович, а вот вторую АЭС, почему Турция ведет переговоры с Росатомом, а не диверсифицирует, так сказать, поставщиков услуг? Если говорить об атомной программе Турции, то к середине века она считает необходимым, чтобы у нее было не менее 20 гигаватт атомной генерации. Таким был заявленный план. Это 3 крупных атомных электростанции от 4 до 5 гигаватт. Все остальное атомными станциями малой мощности намерено дополнить. По поводу атомных станций малой мощности пока новостей не было, с кем ведет переговоры. Естественно, изначально, когда план заявлялся, предусматривалось, что это будут разные технологии от разных компаний-вендоров. И по атомной электростанции на площадке Синоп переговоры велись с французами. Компания EDF предложила новый совершенно проект реактора Атмия-1000 совместно с японскими специалистами, то есть такой вот консорциум. Но переговоры не прошли, так скажем. Если атомная электростанция Аккую является собственностью и будет находиться в операционном управлении Росатома, а на мой взгляд, это прямое следствие небезызвестной фразы Владимира Владимировича «одними помидорами не отделаетесь». Напоминаю, что в соответствии с требованиями МАГАТЭ персонал станции не имеет доступа к шкафам автоматизированных систем управления технологическими процессами. Мера безопасности предложенная, разработанная после анализа того, что произошло на японской атомной электростанции Фукусима. То есть сейчас на Средиземном побережье Турции вырастает 4 блока, каждый в активной зоне 150 тонн обогащенного урана. Приблизительно такое же количество через 5 лет облученного ядерного топлива будет накапливаться в бассейнах выдержки, и все это управляется, собственно говоря, концерном «Росэнергоатом», который не находится в Турции, а находится достаточно далеко. Но это уникальный проект «Строй, владей, управляй». В атомной энергетике больше ничего подобного нет. Если заказывается атомная электростанция, то собственником становится либо государство, которое это заказывало, либо государственная энергетическая компания. Атомную электростанцию «Синоп», под условным названием, давайте, чтобы слово «площадка» не выговаривать, планировали строить с французами проект Атмия-1000. 1000 – это электрическая мощность, то есть в отличие от ТАКу, если бы соглашение с французами, с франко-японцами возникло, то это была бы чуть менее мощная точка, не 4,8, а 4 гигаватта ровно. Поскольку здесь платить должна сама Турция, повторяю, проект Аккую, он уникален, и вряд ли он будет масштабироваться в ближайшее время. Турцию крайне интересовало, сколько может стоить вот такое чудо техники. Это действительно чудо, поскольку нигде референтных блоков нет. И Турция, ведя переговоры, понимала, что становится не только новым партнером для французских атомщиков, но еще и своеобразным испытательным полигоном. Может быть, за прошедшее время Турцию несколько отрезвило изучение опыта французских атомщиков. Напомню, что первый проект поколения 3+, от французских атомщиков на базе проекта ЭПР-1600 французские атомщики начали строить не у себя дома, а в Финляндии. Строительство заняло 18 лет и превышение первоначальной сметной стоимости в 4 раза. Это одно соображение. Второе соображение на вопрос о том, какой может быть стоимость, Турция получила достаточно занимательный ответ. По оценкам франко-японских атомщиков, 4 реактора должны были обойтись Турции в 48 миллиардов долларов.
Для сравнения, атомная электростанция Аккую 4,8, то есть на 20% более мощная, обходится в 22 миллиарда долларов. Правительство Турции и сам Дон Эрдоган полученные оценки несколько удивились, попросили посмотреть, можно ли провести процедуру усушки-утруски. И через 2 года размышлений франко-японский концерн сказал, что да, конечно, мы тут немножко погорячились, вот здесь можно будет ужаться, вот здесь как-нибудь еще, вот тогда с вас всего 42 миллиарда долларов, после чего, собственно говоря, правительство Турции пригласило к переговорам Росатом. Вот такая история. Я даже не понимаю, почему Турцию не устраивает французский шарм, французское изящество при строительстве атомных электростанций, хотя определенные успехи у французских атомщиков, конечно же, есть. Это 2 построенных блока ЭПР-1600 в Китае, где вместо 60 месяцев контрактных получилось чуть больше 10 лет. Но это, согласитесь, не финский вариант, когда вместо 5 лет 18, это вместо 5 – 10 лет, это уже хорошо. И смета была превышена менее чем в 2 раза, по тем оценкам, которые можно получить у китайских заказчиков, увеличение было всего на 80%, то есть хороший результат. И кроме того, на территории самой Франции удалось вывести на минимально контролируемый уровень новый энергоблок на атомной электростанции Фламанвиль. Здесь всего 17 лет строили сами французы. Превышение сметы не в 4 раза, а уже только в 3,5, то есть прогресс налицо. Но почему Турции все это не понравилось, мне сказать сложно. Может быть, они что-то не понимают в европейских ценностях. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, пока мы вещаем на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Всем спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.